Друзья, у кого Hino 500 может попасть на кругленькую сумму. И вот что может произойти. На энергоаккумуляторе есть такой отлив, где хранится болт, чтобы сжать диафрагму, растормозить задние колеса, если у вас нету воздуха. Вот этот болт, он хранится вот здесь. Здесь такой отлив. Вот он полностью сгнил. Сейчас вам покажу. Вот так выглядит. Вот он там окисляется из-за того, что соприкосновение железа с силумином, оно здесь гниет и прогнивает сам корпус энергоаккумулятора. Энергоаккумулятор на 500-ю Hino в апреле 2021 года стоит соточку. Вот. Но это полбеды. Друзья, сейчас я вам покажу одну интересную вещицу, а потом будет продолжение. Давай. Идет момент сборки на все. Все. 6. Да. Обратно. Не, обратно. Следующую, последнюю. Да все, я уже снимаю. Да ногой. О. Все. Вот реально не можем заехать. Нас снесло на этот столб. Ну вот, казалось бы, здесь ровная дорога, поедем. ехать и ехать. Но мы сначала поехали без приспособы. Вот, нас снесло вправо на столб. Там мы буксовали ни вперед, ни назад. Пришлось цепляться стрелой за другой столб и вытаскивать себя стрелой. После этого мы как бы нацепили мертвую хватку и уже реально проехали. Сюда было вообще нереально заехать просто. Вот весь этот путь нужно было проехать задом, и поворот в том числе. Так вот, друзья, каждый водитель знает, что такое шлифовать на ровном месте. Эта антибуксовочная приспособа называется «Мертвая хватка». Ссылочка на покупку будет в описании. А мы продолжаем. Когда он здесь прогнивает, то тут образовываются трещины. То, что воздух сифонит, не сифонит, точно не могу сказать. Но туда попадает вода. Вода вот протекает сюда и попадает в рабочий цилиндр. Там все это, соответственно, закоксовывается, перестает работать и зажимает колодки, причем все время в режиме торможения. Соответственно, стираются колодки, выходит барабан, соответственно, выходит из строя сам рабочий цилиндр. Вот. И вы попадаете на колодки, на рабочий цилиндр и не исключено, что на барабан. Так что пришлось ехать. Вот хорошо мне дали болт, который стягивает, растормаживает. Вот. И только тогда мне удалось. Ну, конечно, придется открутить колеса, потому что нереально здесь все откручивать. Ну и вот так все это дело разобрать, снять вот эту защиту
и открутить энергоаккумулятор. Этот болт нужно изначально вытащить и хранить где-то в кабине. Вот он, эти гайки откручиваются, и по идее он должен руками выходить вот сюда, вытаскиваться. Но закоксовывается он там моментально. Блин, вот придумал. Твою мать, а. Ну вот, смотрите, что получилось. Вот так гайка здесь откручивается. И ты должен типа руками ее вот туда вытащить. Но она закисает. Здесь до такой степени, что нереально. И под ним он начинает гнить. И корпус вот здесь вот прогнивает. И вот так идут трещины. И все. И энергач вам помахал рукой на выброс. Так что вот так. Еще отниму чуточку вашего времени. Буквально пару слов вам для информации. Это антибуксовочное устройство придумали и изготовили братья Смагины. Если ролик вам понравился и был полезным, поставьте, пожалуйста, лайк. Если ролик вам не понравился, ну, соответственно, дизлайк. В данный момент у нас на выходе еще одно изобретение. Так что подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, задавайте вопросы. Будет интересно. А на сегодня все. До новых встреч!